Дорожный вопрос для жителей городского округа с каждым годом становится все менее острым. Проведенные за последние несколько лет работы по капитальному и текущему ремонту магистральных и внутриквартальных дорог значительно улучшили состояние дорожного хозяйства Власихи в целом. С 2010 года на территории городского округа проведен капитальный ремонт более 60% внутриквартальных дорог и проездов, более 70% автомобильных дорог местного значения общего пользования. Отремонтированы 3 подъездные дороги к Власихе от 1-го Успенского шоссе КПП номер 1 и КПП номер 6 и от Красногорского шоссе КПП номер 2. При взаимодействии с представителями Министерства обороны Российской Федерации проведены работы по ликвидации обрушения, угрожавшего безопасному движению транспорта на участке автомобильной дороги между Верхним и Средним озером и восстановлению асфальтового покрытия на участке дамбы, соединяющей микрорайоны Заозерный и Цветной бульвар. Построен участок автомобильной дороги, позволивший обеспечить второй выезд из микрорайона Школьный, тем самым снявший транспортную напряженность в микрорайоне. В рамках выделения субсидий из бюджета Московской области на территории городского округа будут отремонтированы дороги местного значения. Это дорога у МФЦ и во дворе РКЦ, тот тротуар, который находится у магазина. В 2016 году планируется отремонтировать дорожное покрытие у здания почты МФЦ маршала Жукова, дом 10, где из-за постоянного движения автобусов и маршруток асфальтовое покрытие разрушено, образовались ямы и трещины. А также в планах ремонт дороги вблизи мемориала маршалу Жукову до музея РВСН. Запланирован у нас ремонт ведущей дороги от маршала Жукова, памятника маршала Жукова, да, в сторону музея. То есть мы хотим привести вот эту территорию в надлежащий вид, и чтобы наши жители посещали музей и спокойно могли проехать, и техника могла свободно выбраться от музея. То есть без ям, без всяких ухабов, и навести порядок вокруг музея. Запланированы и ведем работы по обсчитыванию, техническому заданию, конкурсной документации по реконструкции, ну не реконструкции, это громко сказано, по Цветному бульвару, вниз спуска к озеру, приведению его вот в более божеский нормативный вид. Но это только центр, вот именно центр спуск. Больше ничего пока по Цветному бульвару делать не будем, потому что ну, дальнейшая наша работа по Цветному бульвару вся будет зависеть от той концепции, которая вот принята, от очистки озер, от приведения пляжа в нормативные там и в наши планы. То есть только после того, как будут проведены работы, вот по решению будут приняты, будут выделены средства на очистку озер, на приведение пляжа в состоянии, только тогда будет дальнейшее движение по Цветному бульвару. Зимой установили некоторое количество знаков, так как у нас жители, к сожалению, имеют такую тенденцию. Не нравится знак, что это здесь табличка висит, что парковаться нельзя, что работает эвакуатор, временные ограничения. В этих рамках это принимается только на уровне комиссии по безопасности дорожного движения, куда входят компетентные люди, товарищи из ГИБДД, полиции, органы военного управления, ну и, соответственно, администрации. Так как разработана в прошлом году комплексная схема организации дорожного движения в рамках вот, плана того по установке знаков, и после пропажи некоторых знаков были установлены знаки, и еще в дальнейшем мы планируем устанавливать знаки. Хочется нам, не хочется. Вот Заозерную мы привели сейчас конечную остановку к тому виду, который она будет уже теперь закреплена, потому что иначе социальный автобус, который имеет длину 19 метров, не может развернуться и отказывается просто перевозить пассажиров на Заозерную. Заозерный огромный микрорайон, где 25 домов. Так как у нас люди категории 50-60 и плюс, имеют право, имеют льготы, хотят перемещаться именно непосредственно на этом автобусе. А автобусное предприятие Одинцовское ПТП просто отказывается заезжать на нашу территорию именно в микрорайон Заозерный. Для этого были сделаны мероприятия, которые были проведены, и в рамках ГИБДД своих полномочий были эвакуированы машины, были сейчас установлены вазоны, которые в дальнейшем будут заполнены грунтом, посажены цветы. Вот.
Автобус будет заезжать и разворачиваться на Заозерной. Ищите места другой парковки. Это остановка, это общественное место. В этом году в очередной раз будет нанесена дорожная разметка термопластиком на пешеходные переходы. Их на дорогах городского округа Власиха 31. Также будут нанесены горизонтальная и вертикальная разметки. Это те виды работ, которые проводятся ежегодно. Общая площадь капитального ремонта асфальтового полотна составит около 12 тысяч квадратных метров. Запланировано нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения и парковках во дворах. Продолжится работа по увеличению количества машиномест на автостоянках общего пользования.